канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И это мой вышивальный влог, в котором будут мои текущие процессы, то, что я вышиваю на данном периоде моей жизни, скажем так. Украшения дома к Новому году и Рождеству. Кроме этого, я в этом видео хочу снять мои планы на зиму. Я сейчас смотрю, все девчонки прям поголовно снимают планы на зиму, и я подумала, а что я отстаю, мне тоже надо. Лучше построить планы и не выполнить их, чем если даже половину из планов выполню, это уже будет что-то. А так я поняла, что если я когда не планирую, я вот болтаюсь, не буду говорить, кто где и что где. В общем, я это все хочу сейчас показать вам, сообразить сама, сложить в голове то, что мне хочется действительно вышить. Вот такое видео планируется. Я, естественно, под видео оставлю тайм-коды, и вы сможете переключиться на то, что вам больше нравится. Вам больше нравятся украшения дома? Пожалуйста, переключайтесь, переходите, смотрите украшения дома. Вам нравятся больше планы? Переключайтесь на планы. И я надеюсь, вам это видео понравится, и напишите мне свои впечатления, напишите, поделитесь, как вы готовитесь к Новому году, к зиме, к Рождеству, готовитесь ли вообще. Мне это очень-очень интересно, и приятного просмотра. Я обещала в прошлом видео, покажу вам такие небольшие покупочки, которые я сделала на рождественской ярмарке. Вот такие я взяла новогодние игрушки. Это, я даже не знаю, что это за компания. Смотрю, сама рассматриваю здесь. Ну, вот такие красивые. И вот такие, та же эта фирма, и вот такие шишечки. Тоже на рождественскую тему. Вот здесь саночки, лыжи. Вот здесь. Классные. Мне нравится. И здесь Аппенлухен. Не знаю, где это. Вот такая красота. Ну, это сделаны были в 2006 году. Я так полагаю, что, как обычно, вот эти фирмы, они к каждому году выпускают что-то новенькое. И это, видимо, было выпущено в 2006 году. А сама фирма с 1800, что тут написано, вы видите, ну, короче, древняя какая-то. Ну, и такой Дед Мороз, просто симпатичный Дед Мороз, это какая-то глина, ну, ничего особенного, ну, прикольно. И вот такая феечка. Я вообще-то как бы не по феечкам ни разу, никогда я такого не но это что-то привлекло так мое внимание, не знаю почему, мне захотелось ее взять. И вот я взяла эту феечку и посажу ее вот сюда. Вот такие маленькие покупочки были. А сейчас я хочу подыскать шрифт на мою эту крышку, которую я мучаю там. Девочки мне написали, что эти бутончики розовые, они туда как-то не вписываются. Лучше сделать более красивую надпись, инициалы и год. И я вот сейчас хочу посмотреть. У меня есть, я вам уже как-то показывала, книга с этими шрифтами. И поискать подходящий шрифт. Ну что ж, понравилось мне 3 вида. Вот такой шрифт мне понравился. Ну, вот этот прописной мне больше понравился. Мне надо буква H и И. Вот эти 2 буквы. Вот этот готический как-то, я не знаю, хотя тоже очень красивый, интересный такой шрифт. И вот такие цифры обыкновенные, тоже очень красивые.
Вот это мне понравилось. Потом мне понравился вот этот. Такой прописные буквы очень красивые. Вот опять же вот это И, H. Ну вот цифры мне здесь как-то не очень понравились. А вот эти буквы нарядные. И вот такие, ну это огромные какие-то буквы, они наверняка туда не влезут. Ну зато с цветочками, видите, какие красивые. Но здесь только вот такая прописная, только И, H, вот такая, это без цветочков. Ну, одним словом, надо, наверное, попробовать сначала. Наверное, по размеру больше всего вот это все-таки подойдет. А вот такие, таким шрифтом вышиты все рушники бабушки моего мужа. У меня есть они там на кухне. Надо будет вам как-то показать их. Украшаю дом к Новому году. У меня елки нету. Вот это у меня вместо елки гирлянда такая на шкафе. Вот эти мои любимые курочки в короне. Так, чтобы вы понимали, Икеа. Как-то удачно у них получилась вот эта игрушка. И как-то удачно я ее купила. Потому я больше ее не видела. Этот снеговик и Дед Мороз у меня тоже, по-моему, из Икеи, не помню, не вру. Это звезда, это моего мужа, еще старая игрушка, лет памяти нет, не знаю. Ну, обыкновенная гирляндочка. Вот эти шишки я пристроила уже, что я вам показывала. Вторая курочка в короне. И вот здесь я такую красивую шишку повесила. Очень она мне нравится. Это handmade на какой-то ярмарке я купила. Ну, классно сделано, мне очень нравится. А на обратной стороне это гирлянды. Упс. У меня часики. Вот так как бы типа уравновешивать дизайн. И вот так это вот все выглядит. Вам, друзья, с моими гигантскими, в кавычках, конечно, продвижениями по моему проекту «Крышечка на коробочку». И, как видите, я здесь выпорола эти бутончики и сделала покрупнее инициалы, вот такие, и год покрупнее. То, что я вам показывала в журнале, забудьте. Ну, в принципе, я из журнала, да, из этого брала, но здесь я вышивала это петитом, потому как, ну, слишком мало места, и там я мелкий шрифт взяла, и все равно он не вмещался, если бы я нормально как-то вышивала. И кроме этого, как видите, я сделала вот здесь шовчики. Этот мой шовчик, который мне нравился еще в прошлый раз, как бы показать, что ничего не понятно. Так, наверное, будет получше. Вот этот шовчик, который это из Жасмина, Perseverance, этот панелька. И это тоже. Это я шила ниточкой, которую мне подарили, когда я выиграла этот наборчик в совместном проекте «Вышиваем Милхил» с Леночкой Тымкев и Наташа, которая была спонсором, прислала, кроме этого наборчика, вот эту ниточку. Видите, она с переходами. Я надеюсь, вам видно, что она посветлее, потемнее, очень красивая. Это ниточка от Tela Artis. Не знаю, они красят Dimensions или, ну, вручную окрашенная. И вот этот шовчик прикольненький, тоже мне очень нравится. Кстати, если вы хотите посмотреть, как эта панелька выглядит, ну, так, как ее придумала Жасмин, я оставлю вам ссылочку под видео на готовую работу, которую я вышивала. А здесь
Ну, как обычно, я вышла, теперь я смотрю, что-то мне не очень нравится, может, другой шовчик надо было делать. И, ну, как всегда, меня терзают смутные сомнения. Ну, совершенно я согласна. Девочки мне сказали, что некрасиво эти бутончики, и покрупнее надо инициалы сделать. И я совершенно согласна. Так намного больше мне нравится самой. Сделала маникюр. Я не знаю, то ли я правильно объяснять не могу. Как вы считаете, это форма ногтей миндалевидная? Ну вот я тоже считаю, что нет. Я не могу понять. Я ей всегда объясняю, я ее прошу овальные ногти, она мне делает квадратные. Вот в этот раз это миндалевидные, чтобы вы понимали. И мне нравится, как она делает маникюр, и держится все очень хорошо и долго. И, ну, все замечательно и чудесно. Вот даже она мне снежинку пришпиндурила сюда, вот так хотя бы чуть-чуть, рождественский дух почувствовать. Но ногти придется перепиливать, делать их такой формы, которая мне нравится. И это постоянная та история. Я уже с ней даже не разговариваю на эту тему, потому что я не знаю. Наверное, я что-то неправильно объясняю. Ну, хотя, если вам кажется, то вам не кажется, как говорится. Я помню, как я пошла рамочку, я уже этот прикол рассказывать. Пошла здесь у нас недалеко, хозяйственный магазин, там строительный, всякое разное такое, краски там продаются, и там можно заказать рамку. И я еще тогда наивная была, пошла заказывать себе рамку. Прихожу, там парень молодой такой. Я говорю, я хочу заказать рамку. Он говорит, хорошо. И я так понимаю, они там сами не делают в этом магазине, они где-то должны заказать. А для этого надо там заполнить форму в компьютере. И вот он заполняет форму и говорит, мне какого размера? Я говорю, 30 на 30. Он дальше заполняет. Вертикальная или горизонтальная? Я говорю, квадратная. Он так на меня посмотрел так, с таким возмущением. Сеньора, вертикальная или горизонтальная? Я говорю, квадратная. Он, вертикальная – это когда расположена вот так, а горизонтальная – это когда расположена вот так. Я на него такая смотрю, я говорю, молодой человек, я вообще инженер. Я знаете, сколько курсовых проектов и дипломов написала, начертила, и я знаю, что такое вертикальная и горизонтальная. Я вам говорю, мне рамка нужна квадратная. Меня здесь вопрос спрашивается, вертикальная или горизонтальная. Что мне отвечать? Понимаете, напиши, какая разница. Я говорю, пиши горизонтальная. Написал он горизонтальная. Ну, в конце концов, думаете, я заказала эту рамку? Нет, дело до конца не дошло, потому что он там еще какие-то мне тупые вопросы задавал. В конце концов, я психанула, сказала, не, молодой человек, спасибо, я передумала рамку заказывать. И осталась без рамки, вот. Так что у нас теперь, когда речь заходит за вертикальная или горизонтальная, мы всегда прикалываемся. Вертикальная или горизонтальная? Квадратная. Ну, а пока новостей у меня нету, потому как что-то нет времени на вышивку. Ну, надеюсь, появится. Собралась украшать мой камин к новому, к Рождеству и Новому году. И тут у меня выяснилось, у меня есть от Джаснен эти сапожки, носочки, как их правильно, не знаю, назвать, которые я хочу сюда повесить. А здесь котик вроде как бы не вписывается сюда теперь с этими. Надо что-то новогоднее. И, как выяснилось, новогоднего-то у меня ничего нет. А здесь бы как бы хорошо, замечательно на месте котика какая-то новогодняя. Я всегда думала, эти новогодние картинки мучаться вышивать, и потом ее только на сезон ставить. А оказалось-то вот сейчас как раз бы оно и подошло. А его-то и нет. Ну, с шаттлайном здесь рядом, наверное, будет хорошо вписываться мирабилья. Я там смотрела, там дамочка с оленем, по-моему, если я не ошибаюсь. Мне нравилось. Или сани просто вот такие красивые там есть. Ну, короче говоря, надо идти смотреть и что-то покупать и вышивать, потому как что же это у меня так, как это все несерьезно все это.
Итак, планы на зиму. Как я уже сказала, у меня выяснилось, что нету никакой красивой картинки зимней. У меня есть от Милхила эти картиночки, ну вы помните, вот эти синенькие, ну сейчас покажу, ладно. Вот эти вот картиночки, у меня здесь олень, елка и Дед Мороз, у меня нету снеговика, но мне его не очень-то и хотелось. Но мне чего-то хочется глобального, мне хочется чего-то большого и красивого, а большое и красивое... мне очень нравится из Мирабильи «Снежная королева», там с оленем я вам вставлю картиночку. Я пошла на 1, 2, 3 Stitch и посмотрела, сколько мне будет стоить эта Мирабилья. И знаете, что я вам скажу? Embellishment Pack и схема, это только вот это, и там 3 ниточки хитрые, там Rainbow Gallery, по-моему, одна Whisper, и 2 нитки Глориана с переходами. И это все будет стоить $85. И я такая подофигела. И это, заметьте, без ткани. А посмотрите, я пошла смотреть, какие там есть отшивы, что там красивого есть. И нашла вот такую ткань, которая там как бы нарисованы елочки. И она вообще шикарно смотрится. Мне она так нравится. Но если покупать еще эту ткань, туда еще надо прибавить 60 долларов. Я такая как бы подохренела, честно вам скажу. Только за не готовую работу отдавать, сколько там получается, 80 и 60, 140, 150, еще ж доставку надо посчитать. $150 за это. А потом еще это вышивать. Ну, короче говоря, мне либо надо смириться с этой мыслью, и тогда уже решиться на все это, потому как на данный момент я не готова расстаться с такой суммой, хотя мне очень-очень нравится эта «Снежная королева», и, в общем, не знаю я, как мне быть. Или ждать, может, мне вдруг кто-то подарит. Кто ж знает, как она там жизнь сложится. Так что планы начинаются с того, что я не буду вышивать. Это я пока не хочу вышивать. Над Мирабильей я еще думаю. А посмотрим же, что я буду вышивать. Ну, для начала я хочу, естественно, закончить мою собачку, которая, знаете, сама себе проблему на голову сделала. Вот она такая должна быть, эта собачка. И вот она у меня, эта собачка. Я там по ниточке вышиваю, зашиваю это небо. Ну, и, как вы понимаете, шить это небо еще и шить. Вот такая собачка у меня должна получиться. Я умышленно не вышиваю саму собачку, потому что я понимаю, если я вышью саму собачку, то все, это будет лежать до следующего года. Поэтому я хочу... Чё я пальцем тыкаю? Где-то ж ножнички здесь были. Так, ножнички не нашла, ручку взяла. В общем, собачку я не вышиваю, я вышиваю это небо. И вот здесь, если вы присмотрите, здесь пойдет уже чуть-чуть другой цвет, ну хоть какое-то разнообразие, потому что, честно говоря, я уже замахалась этот фон вышивать. Ну, вы понимаете, как это нудно. И это крестом же, а даже не полукрестом, а крестом вышивается. Ну ничего, я знала, на что я иду, и буду это делать. Кроме этого, я же хочу закончить свой проект на коробочку, крышка на коробочку, которую я вам показывала на этом моменте, она у меня здесь. Кроме этого, у меня Рената Паролин. Красная, сейчас, подождите, схему сниму. Красная зима. Вот я ее на этой неделе еще не брала пока вместе, но у меня еще впереди 3 дня, так что... А почему я не брала эту схемку? Да потому что я вышивала свою игрушку от Dimensions. И что я вам могу сказать?
я вам могу сказать, где она тут, вот она. Что я закончила все крестики, полукрестики. Мне осталось фрузелки, мне остался бэкстич, и игрушка будет готова. И это, план на этот год выполнен. У меня вот получается 2 такие игрушки. Эту я вышивала в январе, если я не ошибаюсь, а вот эту я вышивала в декабре. Не знаю, буду ли я вышивать еще одну игрушку этой зимой, но пока мне не хочется, потому что в прошлый раз я вам показывала, у меня были закончены все крестики, оставалось только полукрест. Я вас предупреждала, что у нас здесь стройка идет рядом, поэтому бесполезно там ждать, пока это все закончится. Если вы на фоне слышите, что там они сверлят чего-то, то это они будут делать. Это будет такой фон. Так вот, я думала, что я сейчас хоп-хоп-хоп за вечер эти все полукрестики, а что тут полукрестиками вышивать, здесь небо зашить и землю зашить, и будет все готово. Но нет, оказалось, этих полукрестиков 1500. Ну, как Сага считает 1500, это она крестики считает, значит, там тут 3000 полукрестиков было. Да, оно идет быстро, такие кусочки приличные зашивки этим полукрестиком, но все равно на это требуется время. Я не знаю, как девчонки говорят, и я там по 1000 крестиков вышиваю. Для меня 1000 крестиков, это, мне надо 10 часов сидеть. Я заметила, у меня средняя скорость 100 крестиков в час. И что бы я там ни делала, чтобы я там расшибись, не получается у меня больше. Ну вот, когда я, допустим, беру собачку, вот в прошлый раз я взяла собачку, 15 минут я зашивала этот фон. За 15 минут я 50 крестиков сделала. Но здесь же это одной ниткой шпаришь и все. И это я 15 минут посидела, отложила нитку, дошила и до свидания. Со свежими силами я села и не успела устать, и я это закончила. Так, начинаю разговаривать, начинаю кашлять. Замахалась уже вырезать этот свой кашель. Так вот, что я сама себя сбила? Да, не могу я вышивать по 1000 крестиков, как вышивают девочки. Скажите мне секрет золотого ключика, как это делать, я не знаю. Посмотрите, какая красота получается на этой игрушечке. Dimensions он никогда не разочаровывает, даже вот без бэкстича мы уже все это видим, всю эту сценку. Очень красивое небо здесь. Вы знаете, я всегда думала, Dimensions преувеличивает с этим небом. Нет, не преувеличивает. Действительно, бывает вот такое очень красивое небо, такие закаты шикарные. Если получится, если я найду, у меня была фотография одного, похоже очень сильно на этот закат. Если найду, вставлю вам. Красота. Вот здесь было в 3 сложения ниточка, в 1 сложение ниточка. Вот здесь этот снег, вот здесь на земле было и в 3, и вот здесь и в 1 сложение, здесь на елочке и в 1 сложение ниточкой было, и в 3. И вот за счет вот этих разных сложений оно как действительно выпуклое, вот это белое, потому что оно в крестике, а вот эти в 1 ниточку полукрестики, и такое чувство, что сугробики такие на этой крыше лежат. Классно. Мне очень нравится, очень красиво. Я понимаю, конечно, многие вышивают эти игрушки, и не зря вышивают, потому что действительно очень интересные, очень красивые, интересно их рассматривать, все эти детальки. Здесь у меня еще будет, этот бэкстич, он же обозначит и фрузелки, обозначит вот эта гирлянда елочная, здесь на ней будут огоньки, вот здесь вот так веночки будут тоже с огоньками. Красота необыкновенная. Это, на финишной уже прямой, так сказать, это будет, наверное, первое, что я закончу этой зимой, я надеюсь.
И потом Рената Паролин. Рената Паролин у меня вот на вот таком, как я уже говорила, моменте. Очень просто, как всегда у Рената Паролин, очень просто, приятно и быстро вышивается. Такая своего рода отдыхалочка. Хотя вот здесь, когда я дерево вышивала, было полегче. Вот здесь, конечно, почаще смена ниточки здесь. И потому как прозрачная сама тканюшечка, тут протяжки особо не наделаешь. Ну, я, как видите, стараюсь по мере вышивания сразу делать бэкстич. Вот я уже здесь сделала, чтобы потом к нему не возвращаться. Это у меня Red Winter, а потом я оставила здесь ткань. У меня еще есть Red Spring, красная весна. Куда их пристроить, понятия не имею, но очень красиво. Естественно, я буду продолжать своего петуха в маках. Но я так думаю, петух в маках, он все-таки полежит у меня. Еще он более такой весенне-летний, цветочный, нарядный, яркий. Ну, как не будет мне хватать витаминов, какая-нибудь зимняя тоска, если меня одолеет, хотя у нас солнце. И я возьмусь, ну, как видите, я вот здесь вышила уже, как это, коробочку маковую. И вот здесь листочки немножко повышивала, веточки какие-то повышивала. Да, я брала на этой неделе этого петушка. И потихонечку, смотрите, какой красивый получается. Он через камеру даже красивее выглядит, чем вживую. Очень красивый, очень мне нравится. И очень легко вышивается. Ну, вот здесь вот только в серединке немножко было заморочи, там частая смена ниточки. А все остальное такие логичные зашивки. Довольно-таки много разных цветов, но тем не менее они как-то идут друг за другом и зашивается очень хорошо. Если вы не знаете или не помните, я вам напомню, это дизайн Надежды Нагорной «Петух в маках». Класс. А теперь то, что я хочу начать. Это я буду все продолжать, это понятное дело. То, что у меня есть на данный момент, уже все начатое. А что же я хочу начать на зиму? Сейчас посмотрим. Ну, опять же, начать, продолжить. Вы помните, я вышивала вот эту панельку 4 сезона. Здесь у меня осень, вот такая красивая очень. Вот это такая панелька, она должна получиться. И у меня вот такой морозник, это будет зима. Я жду ниточки. Ира мне послала из Италии. К ней ехать 40 минут, ребята. Уже прошла 1,5 недели, нитки до сих пор не пришли. Но я понимаю, несмотря на близость расстояния, все равно 2 разные страны. И там, наверное, надо проходить таможню, надо растамаживать этот весь товар. Ну, короче говоря, проверяют, наверное. Но все равно, ёлы-палы, 1,5 недели. Мне из Америки посылки приходят это за 2 недели. И из Италии вот рядом идет уже 1,5 недели. Я надеюсь, придет, потому что я там заказывала недостающие нитки и на Рената Паролин, и на вот эту Serenità компанию. Я ушла в сторону. Я жду эти нитки, чтобы продолжить вот этот зима. Здесь написано внизу инверно, что значит зима. Этот я вышью, естественно, туда ниже. И кроме этого, там в тех ниточках лежат ниточки на моей чашечке от Rosewood Manor. Если вы помните Rosewood Manor, я вышила кофе вот такую чашечку. А у меня еще остались 2 чашечки. Вот такая чашечка с фиалочками, которая мне больше всех вообще из этих всех наборов нравится. Чашка чая.
И вот здесь капучино. Ну, капучино, она покрупнее. Она... Ну, вы понимаете, фишка-то в том, что у меня довольно-таки много. У меня не вся палитра DMC, но у меня очень много. Вот на вот эти два набора у меня даже ни одной нитки нету. Тут какие-то нитки, которые не участвуют, знаете, ну, все-таки, что там скрывать, повторяются. Чаще всего дизайнеры одни и те же нитки и используют. Там Жаснен свою палитру, чаще всего у нее там свои нитки. Потом Рената Паралин, тоже у него своя палитра, он чаще всего там определенные номера использует. Вот здесь, ну вот вообще у меня, ну хоть бы зеленая какая-то, все-таки зеленого дофигища там разного. Ни одного номера из этого зеленого нету, из этого синего ни одного номера нету. Берем это капучино, та же ерунда. Ни вот такого у меня персикового, ни вот такого. Ну, вообще, как это возможно? Так что я жду нитки, и я хочу эти две чашечки дошить и посмотреть, как они будут выглядеть. И не знаю, там еще у меня виш-лист лежат две чашки. Там чашка суп и еще чашка латте. Не знаю, еще какие-то две чашки, но они мне не очень нравятся, честно говоря. Ну, пока мы сосредоточимся на этом, по мере поступления будем решать проблемы. Надо получить нитки. И вот это будет второй, скажем так, мой пункт плана, который я хочу сделать, вот эти две чашечки на эту зиму. Затем, как я уже говорила, я собираюсь стартовать с вот этим дизайном с 1 января. Мы с Леной Тымкив собираемся это делать вместе. Такой между собойчик. У кого есть цветы Парижа, присоединяйтесь. Будем вышивать вместе, потому что они очень красивые. Мне здесь все нравится. Мне вот эта полка нравится, мне вот эта ваза нравится. Вот это меня уже берет страх от одного взгляда на вот эти цветы. Я представляю, что тут будет. Будет трэш полный. Ну, где наша не пропадала красивые тюльпаны. И к весне, я надеюсь, это будет готово. Ну, это с 1 января. А декабрь еще у меня есть. Я хочу сделать вот такие маленькие мелхильчики. Вот этот паровозик я хочу вышить на мое дерево. И я не знаю, почему я никак не решаюсь приступить к этим фонарикам. У меня 3 фонарика. Они уже, наверное, года 2 лежат. И они мне нравятся. Но я почему-то... Мне кажется, что они настолько сложные. И я видела 150 видео, где девчонки там эти фонарики штампуют как на производстве, как на конвейере. Юлечка Крафт, она там вообще и свои попридумывала, нашлепала этих фонариков. Я когда смотрю, мне кажется, блин, как это вообще... Ну, не знаю. Это как бы такой под вопросом. Я еще не уверена, что я его сделаю. Но если сделаю, может, я просто боюсь, что я как начну и не смогу остановиться, и буду делать эти фонарики только. Вот такой еще план. Потом я заказала один набор с Алиэкспресс. Боже, с этими Алиэкспресс, с этими китайскими сайтами, девочки, мне аж стыдно в этом признаваться. Но я признаюсь, может, вы не будете такими лопухами, как я. Ой, извиняюсь, качаюсь. Сейчас вам покажу и расскажу.
Короче говоря, я смотрела, Оля Луковая, по-моему, вышивает там рождение Христа, там в этом сарайчике Мария с Иисусом, в этой солома там вокруг. Очень красивая картинка от Dimensions. Ну, я так понимаю, что она уже не выпускается, эта картинка. Я вам ставлю, какую я картиночку эту хочу. И я вот очень-очень сильно хотела этот набор, но я его поискала, я его и на Etsy поискала, и везде поискала, не нашла. Ну, может, просто плохо искала. Потом захожу на AliExpress, видимо, компьютер, ну, как-то этот интернет, он считывает, что ты ищешь у других этих самых, а я захожу на AliExpress, а на AliExpress я чаще всего заказываю там бобинки, вот эти пластиковые коробки для бобинок, и так как у меня накопилось уже дофигища мулине неперемотанного, я же зашла на Алик посмотреть, там вот эти бобинки заказать, эти пластиковые коробки, куда перемотать и складывать эти бобинки. И мне тут подсовывает вот этот набор. Я такая сначала, да не буду, думаю, фиг его знает, что там получится, там лица, ну вот, как бы такие меня терзали смутные сомнения, ну, думаю, не буду брать, может, мне повезет, найду этот Dimensions набор. Короче говоря, пролистала, там позаказывала себе эти коробки-бобинки. Девочки, спать не могу, есть не могу, мне вот приспичило этот набор, хочу, хоть ты убейся. Опять пошла шерстить интернет, искала, не нашла. Думаю, ну хрен с ним, закажу на Алике. Заказала я себе этот набор на Алике. Вот жду, если придет, то посмотрим, что там за нитки будут. Ткани наверняка там, хотя там полная зашивка, может, ткани не надо будет менять. Потому что на Алиэкспрессе не поймешь, там же разные магазины. Допустим, я знаю Амишоп. Амишопу там неплохие наборы они собирают, в принципе. А вот есть другие, где я покупала «Дорога домой» от Эми Бишоп, вот эту панельку эту. Ну, вы знаете, там... Я проветривала это, ну, печатная схема, они там, наверное, каким-то ядовитым этим краской печатали. Я 2 дня проветривала на улице эту схему, потому что у меня болела от нее голова. Там, ну, представляете, какой запах шок был, просто жесть какой-то непонятный. Ну вот. Потом меня занесло почему-то на тему. Ну, тему это... Аналог этого Алиэкспресса, только вроде бы как с тему идет быстрее, чем с Алиэкспресса. И что я хотела там? Я хотела там новогодние игрушки посмотреть. Ну и в поисковике забила себе стеклянные или фарфоровые новогодние игрушки. Выдает мне. Я посмотрела, ой, такие статуэточки прикольные, надо себе взять. Заказала, еще такая, смотрю, думаю, а что они такие дешевые? Ну, 4 как бы франка, это вообще, ну, фарфоровая статуэтка, это фигня. Девочки, что мне пришло, сейчас покажу, не смейтесь. Если вы стоите, сядьте, потому что это позорняк такой, смотрите. Это была фотография вот в этой фарфоровой статуэтке. А я ж такой лопух, вместо того, чтобы, ну, прочитай, что там написано, что это просто принт на какой-то на каком-то пластике. И вот присылаю тебе вот такую штучку, ты вставляешь вот сюда, и вот у тебя вот такая фигня. Пихала я вот эту штуку в эту штуку, подставку, и допихалась, что я ее сломала просто-напросто. И теперь мало того, что... Ну, я бы ее все равно не ставила. Но тем не менее, боже, капец какой, это ужас. Такого еще не было. Ну ладно, пусть стоит здесь, создает вам настроение новогоднее. Ти-ни-ни. О-о-о. Ой. Ну, хорошо, хоть немного заказала.
Потом иду дальше, смотрю, льняная ткань. Думаю, о, лен, неплохо, знаете, там оформлять что-то такое мне как раз подойдет. Сейчас покажу вам этот лен. Вот, ой, Дед Мороз мой свалился. Так, стой, не падай. Вот такой лен я заказала. Красивый, правда? Расцветочка такая, розочки красивые. Только этот лен, я не знаю, это оббивочная ткань, что ли? Он толстенный. Но из него только, знаете, ну, оббивка, мебельная оббивка. Он очень толстый. Красивый, толстый, но я не знаю, куда. Ну, ничего, будет плотненький. Куда-нибудь пристрою. Вот, такие у меня были покупки странные. Так, а теперь продолжим с планами. То, что я вам показала, это еще не все. И еще у меня есть один план. Я хочу себе сделать закладку для книги. И сейчас вам покажу, что у меня какая идея. Так. Помните эту книжку, которую я перла из Парижа, которая весит тонну, но зато она стоила 1 евро. И я там мучилась и тащила эту книгу, ну, в какой-то определенный момент, ну, кроме этой книги, там же еще были наборы с выставки. Я в какой-то момент думала, все, нафиг выкину куда-нибудь подальше всю эту сумку, чтобы только не тянуть ее. А эту книгу ради чего я ее вообще купила? Сейчас я вам покажу. Только здесь чуть-чуть разгребу, чтобы у меня не завалилась вся эта конструкция. Ради чего эту книгу я вообще взяла? Сейчас я вам покажу. Здесь есть очень-очень-очень красивый... Это где что? Вот такой красивенный сэмплер. Посмотрите, здесь вообще сумасшедший розовый рамочка. Очень красиво. А вот эта ваза с розами, это просто, конечно, восторг. Конечно, этих бабочек и вот этих кузнечиков я вообще, ну, как бы, нет. Нет, но не обязательно же это все вышивать. Сэмплер, ты можешь вообще сэмплер сам придумать и навышивать. Вот так это выглядит. И сейчас я вам покажу отшивы, и вы поймете, почему это такой дикий восторг. Посмотрите на эту вазу с розами, она просто роскошная. Ну, как обычно эти французы, они через одну ниточку переплетения, и это не петит даже, это, видите, это крестиком вышито. Ну, я на такое пойти не могу. Мелкокрестиком я вышивать однозначно не буду, не то у меня зрение уже. И вот этот бордюр, розовый бордюр, что я хочу сделать? Я из этого розового бордюра хочу сделать закладку в книгу, вот вышить вот такую, ну, как панелечку из этого розового бордюра и использовать ее как закладку в книгу. Смотрите, какие красивые розы. Мне что-то последнее время прет по розам. Так мне нравится. И посмотрите, какая здесь птичка. Ой, боже, выпала. Вот такая птичка. Ну, бабочку еще куда ни шло. Бабочку, ладно, можно вышить, но тех кузнечиков не очень. И я подумала, да что ж такое? Я подумала, а если мне самой там собрать этот сэмплер, ну что, сделать этот розовый бордюр, в центре сделать эту вазу, выбрать каких-то этих бабочек, которые мне нравятся. Там же еще этот, скажите мне, я скажу вам, алфавит. Вот здесь вот какой красивый алфавит. Алфавит я могу выбрать любой, какой мне захочется. Вот здесь еще есть сердечный сэмплер, так называемый. И здесь есть вот такое сердечко. Сейчас я вам покажу отшив, оно прикольное.
Я ж все никак не... Вот, посмотрите, как оно выглядит. Я думаю, надо посмотреть, как оно там вмещается. Я же все никак не оформлю эту свою коробочку в форме сердечка. Туда его, если пристроить, войдет оно или не войдет. И потом, кроме этого, мне в другом сэмплере, здесь 3 или 4 сэмплера, но вот тот, который с вазой, мне больше всего нравится. А вот в этом сэмплере мне нравится павлин вот этот и вот этот цветочек. Ну, я так подумала, а если я пособираю все элементы, которые мне нравятся из разных сэмплеров, и составлю свой сэмплер, кто мне, собственно, запретит? Могу это сделать. Ну, для начала план на зиму вышить закладку в эту розовую панельку. А с сэмплером это потом подумаю и решу. Мне надо сначала закончить эту крышечку на коробочку, прежде чем что-то другое начинать придумывать. Вот, пожалуй, и все планы. Ой, смотрите, какой котик милашный, под луной сидит. Ну, опять же, вот взять вот этот кусочек, да, тоже класс. Собрать, как я сказала, уже элементы, которые нравятся, и вышить. Так вот, вот такой план. Атаман на зиму. Я думаю, что мне всего хватит. Самое главное, чтобы мне времени хватило на все это. И посмотрим, что мне удастся реализовать. Как вам мои планы, что вам нравится в моих планах, что вам не нравится, что бы вы делали, что бы вы не делали, что бы вам хотелось. Какой у вас желанный набор, желанный, но недоступный, как у меня это снежная королева от Мирабильи. Пишите, мне будет очень интересно почитать и узнать. А я застелила мою мережковую скатерть. Кто не видел, не знал, это я училась делать шовчики, мережки вот на такой скатерти. Если вы не видели, у меня целый плейлист есть по этой скатерти, где я показывала, как я это вышиваю, как я это делаю. И, в принципе, если интересно, проходите, посмотрите. Я думаю, что это интересное занятие. Ну, а пока все. Я думаю, что я еще повышиваю на этой неделе. Если что-то повышиваю, покажу вам. Если ничего не повышиваю, не покажу. До следующего включения. Ну, вот так выглядят мои носочки от Just Nan. Это у меня бургунди букет. Здесь все у меня нитки DMC и как это называется, и перле по ключу, а бисер все подбором. А это Сан-Николау, по-моему, называется сапожок. Вот такой красивый. А вот сюда я свои драгоценности повесила. Вот этот колокольчик, который я в прошлом году купила, и вот такого мишку тоже я в прошлом году купила. Вот такая красота. И вместо котика я поставила вот эту Frozen, как она называется, подскажите. Вот такая красивая, мне кажется, она больше подходит, чем котик сюда в этот момент. Ну и пока все, пока у меня других украшений нету. Вот сделаю игрушки от Dimensions, выщу мирабилью, если соберусь. Вот такая красота. Ну что ж, друзья, это, пожалуй, последнее включение на этой неделе. Как это не грустно? Я надеюсь, вам грустно. Я, знаете, когда была малая, мы ходили в кинотеатр, а это было такое достаточно большое событие, потому как в нашем маленьком городке особенно ходить некуда было, и выход в кинотеатр это было достаточно такое событие. Мы наряжались очень красиво и шли в кинотеатр. И там
смотрели фильм, и я прекрасно помню вот это чувство, там, ты смотришь «Анжелика и король» или что-то такое, или индийский какой-то фильм, и ты понимаешь, что уже большая часть фильма закончила, ну, прошла, и вот он уже скоро заканчивается. И мне всегда было так грустно, что вот сейчас закончится это такое волшебство, и все, и мы пойдем домой в нашу будничную жизнь, и не будет ни короля, ни Анжелики. Ну, в общем, я надеюсь, у вас такое же чувство. А последнее включение, потому что у нас сегодня суббота, я эти последующие субботу-воскресенье вряд ли буду вышивать, потому что у меня очень много дел. Нас пригласили в гости, мы завтра едем в гости, мне надо доготовить тортик. Мы едем в гости к родителям мужа моей дочери. Я всегда не знаю вот эти сваты, кумовья, как это все, вот эти слова я ни на итальянском никак не могу выучить, ни на русском. В общем, едем к родственникам, скажем так, и мне надо доделать этот торт, и потом надо съездить скупиться на следующую неделю, потому что завтра, понятно, не будет времени, потому как мы поедем в гости, опять же, в гостях там сколько пробудем, и туда час ехать, туда час обратно, ну, короче, целый день там получается. Вы бы видели меня сейчас, у меня голова намазанная, накрасилась, сижу, мне надо просидеть полчаса, думаю, ну что, время терять, запишу кусочек видео. И вот что я вам хочу показать. Я позавчера, ну, короче, эти последние 2 вечера я вышивала Рената Паролин, это мою Red Winter, красная зима. И смотрите, что я навышивала. Если вы помните, не знаю, помните или не помните, у меня вот здесь кусочек я дошила, и начала я вот эту гроздь вниз, которая идет. Здесь осталось от этой грозди, ну, буквально там 3-4 этих ягодки. Но я вчера вечером, я не знаю, то ли я уставшая была, то ли я не знаю, что. Во-первых, я шила, вот здесь ошиблась. Вот здесь мне пришлось распустить вот эти бордовые ягодки. Я их распустила, ну, когда я начала шить вот эти красные, я поняла, что я здесь ошиблась, ну, как всегда, на 1 крестик сместила. Я вот здесь надо 3 рядка, а я сделала 2. И оно все поднялось, и вот эти они не вписывались. Мне пришлось, вот здесь были 3 этих ягодки, распустить все эти ягодки. Ну, я уже дошила эту нитку, начала шить этот бордовый, опять что-то ошиблась. Ну, короче, я поняла, что уже, видимо, я уставшая, знаете, никакой концентрации. Думаю, нафиг, надо откладывать, и отложила я это дело. Ну, в конце концов, господи, ну, сейчас не дошила, дошью в следующий раз. Вот такая красота выходит. Красная зима. Та-та-та-та-та. Красиво-раскрасиво. Ну и, пожалуй, все. Пришли мне ниточки, наконец-то, от Иры из Италии. Шли 1,5 недели, но дошли, самое главное. Такой кулечек. 10, почти 50, 48 моточков у меня. Так что я теперь смело могу делать старты зимние. И на следующей неделе, пожалуй, я это так и сделаю. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо, кто досмотрел, у кого хватило терпения, потому как я предполагаю, видео будет такое достаточно длинное. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что написали комментарий, поставили лайк, и увидимся в следующем, услышимся. Не знаю, может даже и увидимся, кто ж его знает, как оно там сложится. Всем хорошего 2-го адвента и пока-пока. Сварганила вот такой тортик, трюфель, вишня в шоколаде, что-то такое. И проблемка в том, что у меня вот эта переноска, она ниже, чем этот тортик.
Блин, если бы я знала, я бы его делала диаметром побольше, но чтобы он был пониже. Что мне теперь делать? Как мне его теперь вести? Капец. В следующем видео расскажу, довезла я тортик или нет.